Вот еще тоже из той же оперы. Мы обратили внимание на недавнее заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о завершении расследования ситуации в Грузии. Так было названо это расследование. Ангажированная направленность деятельности Международного уголовного суда на данном треке давно известна и нами неоднократно комментировалась. Тем не менее, прокуратура Международного уголовного суда раз за разом тиражирует заверения в своей, прямая цитата, независимости, беспристрастности и объективности, в том числе и при расследовании конфликта в Южной Осетии, который, напомню, был развязан режимом Саакашвили. За 14 лет работы следователи Международного уголовного суда, которые не разбираются в специфике региона, такое впечатление, что намеренно подобрали тех, кто не знает в деталях истории, особенности, какие-то нюансы того, что там происходило на протяжении десятилетий, да и, между прочим, не десятилетий, но и веков, я имею в виду историю в длительном контексте. К сожалению, они проявили себя не только таким образом, но они просто выполняют послушно политический заказ западных покровителей этого суда. Они просто перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной. Были проигнорированы и объемные материалы российских следственных органов, в свое время переданные прокуратуре. И тома с жалобами мирных жителей тоже остались за бортом внимания. Это не просто мирные жители, они ведь стали жертвами нападения режима Саакашвили. Как итог, 3 ордера на арест граждан Южной Осетии, которые имеют также и российское гражданство, за мифические притеснения этнических грузин. При этом Международный уголовный суд отказывается от дальнейшего расследования, то есть, в общем, такие очевидные преступления, как варварские бомбежки грузинскими войсками мирного Цхинвала, нападения на миротворцев, получается, гаагское правосудие, в принципе, не интересует. Вот еще раз вы вдумайтесь. Итог за 14 лет. Структура называется Международный уголовный суд. 14 лет расследовал, как они говорят, ситуацию в Грузии. Итог знаете какой? 3 осетина виноваты во всем. Вообще, в принципе, во всем. Вот других виновных нет. И проблем больше не осталось. И не было проблем. 3 человека. Ну, это же какой-то... Это же не абсурд. Это же позор. Это роспись не просто в бессилии, в безответственности. Это роспись в подлости, преступной подлости. Прокурору Международного уголовного суда абсолютно не волнует и преступления американцев в Афганистане. Они, кстати говоря, об этом открыто и заявили. Они, видимо, боятся просто американских санкций, которые в свое время были введены в отношении предшественников, тех, кто сейчас находится в руководстве Международного уголовного суда. Помните, тогда американцы, там, по-моему, им визы аннулировали, в какие-то списки черные внесли. Ну, все, как они любят. Мы не сомневаемся также в том, что Международный уголовный суд никогда не займется недавно обнародованными в средствах массовой информации преступлениями в этой стране вооруженных сил Британии, о чем мы только что подробно говорили. Безнаказанными остаются преступления соотечественников Карима Хана и в Ираке. Это вообще страшная история. Столько лет шла война Соединенных Штатов Америки против Ирака, против иракского народа. Столько лет так жестоко расправлялись со всем, что иракский народ выстраивал десятилетиями, да и до этого столетиями. Нет повода, как оказывается у Международного уголовного суда, позаниматься этой проблемой. Ну, просто нет. Взяли просто руководителя страны Ирака, повесили где-то там в каком-то подъезде, и все. А до этого он у них в клетке сидел. Создали картинку, видимость правосудия, процесса некого. Все, на тот момент накормили этой отравой свою аудиторию, мировые СМИ или через мировые СМИ, так сказать, широкую общественность в различных странах, и все, дело закрыто, страницу перевернули. Идем дальше. Вот такая логика.
Что такое неприкрытое лицемерие, такие двойные стандарты в подходах к правосудию лишний раз подтверждают правильность сделанного нашей страной выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом Международного уголовного суда. Но как можно оставаться членами или частью этой структуры, которая занимается подобными вещами? Еще раз, вы только вдумайтесь, я сейчас не призываю занимать чью-то сторону. Сложнейший конфликт, многолетняя или десятилетиями длившаяся, тлеющая, перерастающая в открытые фазы противостояния и как результат преступные действия неадекватного человека, я имею в виду Саакашвили. Если вы, кстати говоря, почитаете сейчас все его диагнозы, оказывается, этому человеку не то, что руководить страной нельзя, ему велосипед бы я не доверила, на котором он так любил кататься. Вообще, судя по тому, что говорят его адвокаты и врачи, это вообще какой-то маньяк. Так вот, в результате вот этих преступных шагов случилось то, что случилось в 2008 году. 14 лет серьезные люди, облеченные в мантии, так сказать, присягающие на верность праву, международному, национальному, 14 лет они исследовали, что же там случилось. Результат, как я уже сказала, виноваты 3 осетина с российскими паспортами. Ну, что это? Где мы вообще? Где основы той цивилизации, которую мы создавали, хранили, так бережно передавали будущим поколениям? Что от нее сейчас останется? Если мы все уже отражаемся в подобном кривом зеркале. А почему я говорю, что мы все? Да потому что они же претендуют на доминирование, они претендуют на то, что являются, не знаю, символами добра и справедливости. И помимо всего прочего, надо признать это, они владеют большими информационными ресурсами, соответственно, они формируют восприятие. То есть это кривое отражение, или это отражение в кривом зеркале выдается нашей планете за реальность, за то, что именно так мы все и выглядим. Но это же неправда. Я хотела бы напомнить, что Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом. Действия этого органа в отношении граждан нашей страны являются юридически ничтожными.